Пустота. Многие знают это место, но не все знают, на что оно способно. Вокруг темнота, отсутствие жизни. И если все же находятся те, кто туда попадет, они обречены, полны отчаяния. В пустоту попадают только те, кому нужно исправиться, поменять характер или разобраться в себе. Может просидеть какой-то срок в полном одиночестве, будто в тюрьме, или все переосознать. Может сделать правильный ход или решение. Туда много уже кого попадало. Кто-то пробыл там совсем недолго, кто-то оставался, может, на века, что сходил с ума от одиночества в этом темном месте. Акита появилась здесь. Она была первой, кто родился в пустоте. У нее не было родителей, никого вокруг, просто черная пустота. Поначалу она не понимала, где она, кто она и что происходит. Но через некоторое время начала пытаться осознавать. Она была в полном одиночестве. Очень долго. Ей казалось, что она просто тут появилась по ошибке. Ей казалось, что ее существование случайно. Время шло медленно. Она начала впадать в отчаяние. Ей было одиноко, страшно. Точнее, она что-то наподобие чувствовала, какую-то боль. Без материального тела, души, настоящих эмоций. Она просто была бесчувственным наброском в огромном темном пространстве. Но в этом мире Акита была не одна. Там был и ее Создатель. Он наблюдал за своим существом и понимал, что она несчастна, была пустая, запугана, мало понимала, и что ей такая судьба одиночества и боли не нужна. Она ведь ребенок еще. Тогда, наблюдая сверху, Создатель решил изучить разные мультивселенные. Его цель была сделать совершенным своим создание. Акита же не знала о его существовании. Она думала, что она одна и никого нет рядом, нет никого, кто за ней наблюдает, нет никого, кто бы ей помог или любил бы ее. После усердных изучений Создатель наконец добавил в этот мир красок. С неба начали падать огромные капли разных цветов – красный, синий, зеленый, желтый. И тут на Акиту упала огромная капля жидкой смеси. Наброски и каракули начали меняться. Девочка запаниковала. Но вдруг в ней начало играть огромное количество настоящих эмоций. Она начала чувствовать. Из простой зарисовки она стала живой. Наконец она получила свое материальное тело. И вот, что за странное чувство. В руках она держала свою душу. Акита не верила в то, что с ней происходило. Она была шокирована происходящим. В ее руках была душа. Она переливалась светло-голубыми оттенками, что передавало чистоту и невинность малышки. Но не только изменилась Акита. Вокруг мир тоже стал преображаться. Теперь это уже не просто была темная пустота, а измерение с различными цветами, бегающими, летающими по всей округе. Это очень красиво и забавно выглядело. Теперь Создатель смог сделать счастливой свое творение. Акита изучала новый мир. С красками она могла многое изучать и узнавать, рисовать свои каракули, играть, фантазировать. Ее любопытство ее поглощало. Бегая, чувствуя, ощущая, изучая мир, ей все так это было очень интересно. Аките нравилось играть с летающими разноцветными комочками. Ее радовали прогулки под дождем из красок. Она была счастлива. И вот прошел год по времени пустоты. Акита все изучила, ей было скучно, все любопытство испарилось, будто и не было. Краски больше не были ей интересны, так как они не являлись разумными существами и просто плавали в воздухе. Она снова стала чувствовать себя одинокой и брошенной. У нее впервые началась депрессия. Ей было горько, что снова она будет страдать. Создатель наблюдал. Ему тоже уже хотелось добавить что-то новое. За этот год он подробнее изучил мультивселенные и их жизнь. У него появилось большее видение, фантазия, интерес, а главное – опыт. Пошел снова дождь из красок, но уже не тех, как раньше. Создатель изо всех сил махал кисточкой, и его пустота – это уже не просто было измерение, полное радужных клякс, а как полноценная новая мультивселенная. Появилась голубая степь, пурпурный лес, потекли белые реки. Акита же опомнилась от отчаяния, почувствовав необычные капли. Создатель знал, как его создание одинок, знал, что Аките нужна была семья и друзья, и он их нашел. Новыми существами, которых добавил Создатель, стали лисы. Эти пушистики очень понравились Творителю в одной из вселенных.
Акита, увидевшая новых созданий, растерялась. Она не знала, как себя повести. Она их боялась, наблюдала за ними осторожно. Так дико, не зная, что может от них ожидать. Но это неизведанное было очень интересно, так и манило. Лисы же заняли этот лес и неплохо обжились. У них был лагерь и уже свои распорядки, вожак и правила. Акита наблюдала, поглощаясь интересом. Все хотела подойти к ним ближе, и постепенно она смогла к ним привыкнуть и войти в их коллектив. Лисы тоже заметили девочку и сторонились, зная людей, но позже они все-таки сдружились и смогли подойти друг к другу. Акита в тот момент впервые смогла почувствовать уверенность и решительность. Лисы же, увидев безобидность ребенка, взяли под свое крыло. Со временем наша героиня начала тщательно наблюдать за рыжими. Она научилась понимать их язык, инстинкты, всему училась у них. Ей было с лисами гораздо интереснее, чем с радужными кляксами, ведь они ее любили, играли с ними им было никогда не скучно. И вот случилось событие. Недавно в племени появились 3 малыша-лисенка. Акита же захотела с ними познакомиться, так как это были ее единственные ровесники. Их назвали Бруви, Элис и Мятлик. Они вместе быстро подружились, это же дети, и стали вместе изучать лес со своим племенем, собирать ягоды, играть в разные игры, выполнять просьбы старших. Этой четверке было вместе очень весело, они даже для друг друга стали как братья и сестры, одной семьей. Эта четверка очень интересовалась всем и часто задавала вопросы, впутывалась в неприятности, и их манили приключения. Часто дети приходили к старейшинам послушать их истории, они были очень интересными. И однажды самая старшая из лис рассказала про историю и судьбу всего племени. Наше племя не просто так тут появилось. Мы тут по причине своих ошибок. Вечно она говорит загадками. Раньше мы жили в оригинальной мультивселенной. Некоторые в параллельных. А после наших смертей нас не приняли. Каждый из нас по своим ошибкам стал заблудшей душой. Но этот Создатель нашел нас и приютил в этом измерении. Вы не были заблудшими душами. Вы дети пустоты, что каждому из вас даст свои способности. Что? Как это? Способности? Мы и так на все способны. Это дары, которые вам даст властелин этого мира. После визита старейшины у Акиты все смешалось в голове. Другие альтернативные вселенные, дети пустоты, заблудшие души, способности. Это все казалось таким запутанным. Старшие отправили их спать в палату. Девочка еще долго размышляла над сказанным старейшиной, пока пыталась уснуть. Но уютное местечко с парой пушистых комочков леса рядышком взяли свое, и сон нахлынул на Акиту.